Tenacity, то бишь стойкость, нужна в игре для того, чтобы сопротивляться контролю. То есть, если вы не можете двигаться, атаковать, использовать способности призывателя, если вы что-то из этого не можете, значит вы в контроле. И еще уточню, что замедление тоже является контролем. На все это Tenacity работает. Но оно не работает на подброс, например, Зака, на замедление перед сном, например, вас скинула Бабл Зои, и вы замедлились. На то, когда вас кто-то что-то двигает, на ослепление, например, Квин, на стазис, например, ульту Барда. И также не работает на подавление. То есть на ультимейтов таких чемпионов, как Мальзахар, Сет, Скарнер, там, Кенчур, Кот и Варвик. И как все-таки работает Tenacity, вы спросите меня. Представим, что в нас прилетел контроль на 1 секунду. Если у нас Tenacity нету, то мы будем стоять всю секунду. Но если у нас Tenacity 50%, то мы стоим всего лишь полсекунды, то есть половина значения. Если бы на нас прилетело 10 секунд, то мы бы стояли вместо 10 секунд 5 секунд. В чем плюс такого Tenacity? Это в том, что по вам сложнее сдать цепочку контроля. Например, представим 3 чемпиона, у которого по 2 секунды контроля. И вместо того, чтобы простоять 6 секунд, то скорее всего вы получите 1 секунду, и второй человек уже не успеет вам дать второй контроль. И за счет этого вместо 6 секунд вы простоите всего лишь 1 секунду. Также это может быть не просто цепочка контроля, а урон тот, который прилетает из-за того, что вы стоите на месте. Например, когда я играл на АП Варусе и попадал ультой, те же самые мерки меня очень сильно контрили, и я не наносил дополнительно 20% урона от максимального хп. Надеюсь, вы поняли, почему иногда важно собирать Tenacity. Пол видоса вы наблюдаете какую-то таблицу с типом А, Б, С, Д. Что это такое, как это работает? Скажу так, что если бы этой таблицы не было бы, и все они были в одном типе А, то тогда, если бы вы были бы Гареном, взяли бы себе несокрушимость и легенду стойкости, то под своей вешкой вы бы имели 100% Tenacity. То есть любой контроль по вам был бы как по Мунду, у которого есть стак. То есть мы видим, что у Гарена 60%, тут от 10 до 30%, тут то же самое. В сумме получается 100%. Но за счет того, что они в разных типах, они перемножаются. То есть, допустим, мы берем мерки, берем несокрушимость, и вместо 60% мы получаем 50%, потому что мы сначала срезаем 30%, а потом от 70% срезаем еще 30% и так далее. И получается, что в игре невозможно настакать 100%. Просто как забавный факт, самое большое количество, конечно же, может быть у Гарена. Со всем этим Tenacity. Внизу есть таблица точная. Так какие выводы по поводу Tenacity? Если во вражеской команде много контроля, то вы берете мерки, например, до 3 чемпионов. Но если же во вражеской команде очень много контроля, например, каждый имеет, то вы можете добавить какую-нибудь руну, например, легенда Tenacity или несокрушим. А потом все это запилить еще и эликсиром, когда будет full build. Недооценивайте его. Спасибо за вашу поддержку, у меня на этом все. Удачи!